Всем привет, с вами Елена, и это канал Вот бы мне. Друзья, буквально в прошлом видео я делилась данными неофициальной статистики по проведенным и назначенным интервью для победителей лотереи Green Card DV 2022 и рассказывала о том, что официальная статистика выходит с большим запозданием. И вот вчера вечером на сайте Бюро консульских дел США вышла уже официальная статистика за декабрь, с которой мы с вами сейчас ознакомимся и сравним с данными неофициальной статистики, чтобы понимать, насколько она точная. Итак, поехали. Напоминаю, в официальных отчетах на сайте Бюро консульских дел США можно ознакомиться не только с количеством выданных DV-виз, но и вообще с количеством выданных виз всех категорий иммиграционных и неиммиграционных виз в каждом посольстве США в мире. Ссылки на отчеты для более детального самостоятельного ознакомления я оставлю в нашем телеграм-канале, а в этом видео среди десятков страниц и категорий виз мы отобрали и удобно отсортировали информацию по DV-визам, с которой мы сейчас и ознакомимся. Итак, в декабре почти из 200 посольств США по всему миру визы выдавали всего 33. Ну как выдавали? Скорее создавали видимость работы, ведь за целый месяц лишь 182 счастливчика получили свои заветные визы. Из наиболее интересующих наших подписчиков посольств можно выделить лишь Анкару, Кишинев, Киев, Прагу, Тбилиси, Варшаву и Ереван, которые за декабрь выдали хоть что-то. Надеюсь, в следующем месяце количество работающих посольств и, главное, количество выданных ними виз будет гораздо больше. Кстати, речь идет про количество виз, а не про количество кейсов, а значит, собеседование было проведено еще меньше, и нормальной работой это точно не назовешь. Но как есть, так есть, и этот результат, хотя и просто ужасный, но он в десяток раз лучше октября и ноября, когда выдавали всего по 10-15 виз за целый месяц. И да, в этой официальной статистике можно посмотреть только количество выданных виз и ничего больше. Информация о том, сколько собеседований было проведено, сколько победителей получили отказ и, главное, сколько интервью было назначено на ближайшее время, посмотреть невозможно. Но хорошо, что есть сайты, которые вытягивают все данные из консульского центра США по электронным обращениям, обрабатывают их и формируют неофициальную статистику, которая, судя по нашим наблюдениям, достаточно точная, чтобы ей доверять и делиться с вами. Погрешности, конечно, есть, но они скорее связаны с задержкой загрузки данных со стороны Госдепа, а не наоборот. И вот, исходя из этой неофициальной статистики, собеседований на январь и февраль назначено уже очень много, о чем я рассказывала в предыдущих видео, а значит, официальная статистика за январь, которая выйдет через месяц, будет выглядеть гораздо лучше. И, кстати, ссылку на этот ресурс вы также сможете найти в нашем телеграм-канале. Ну а мы, в свою очередь, как и обещали, будем делиться такой информацией более детально с акцентом на некоторые страны как минимум раз в неделю, а то и чаще. Не забудьте подписаться на канал, подключить уведомления, поставить лайк и обязательно написать парочку комментариев. На сегодня все, друзья. Увидимся уже совсем скоро.